Бюджетный планшет от бренда Huawei с 11-дюймовым экраном, процессором Huawei Kirin 710A, оперативной памятью до 8 ГБ, поддержкой фирменного стилуса Huawei M Pencil Lite, операционной системой Harmony OS версии 2.0, металлическим корпусом, стильным и тонким дизайном и аккумулятором емкостью в 7700 мАч. Обо всем этом и не только нам заявляет, разумеется, сам производитель в рекламе к планшету под названием Huawei Mate SE на 11 дюймов, который везде, где только можно, на всех площадках по распродажам продают. Но как на самом деле дела обстоят у данного планшета, я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется этот планшет в коробке с изображением, названием и краткими характеристиками у модели. Выглядит упаковка не особо презентабельно, но ценовой категории по мне соответствует. Упаковка неплохая, в комплекте мы имеем сам планшет, блок питания на 22,5 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Планшет весит немало и как игрушка вообще не ощущается. Вес его вы видите на экране, а габариты 253 на 164 на 7 мм. Тоненький он. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. А также на канале я разыгрываю на Новый год iPhone 16. Условия на него простые, но они в ролике по ссылке в описании. Если вы хотите выиграть один из смартфонов Poco X6 Pro, условия еще проще. Вы подписываетесь на канал с колоколом, подписываетесь на телеграм-канал скидок и под любым из роликов оставляете любой осмысленный комментарий больше 5 слов. И либо в комментарии, либо в описании своего канала, либо в описании своего канала указывайте свое имя в телеграме. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к планшету. Начнем. Данная модель поставляется в серой и голубой расцветке, дизайн обыкновенный, но при этом ничего лишнего, за что от меня отдельный плюс. Умеют они делать планшеты внешне. Тыльная часть алюминиевая, как и рамки, сборка качественная и заметно лучше, чем в прошлых моделях. Корпус не особо марки, в руках держать его удобно, грани прямые, дискомфорта не доставляют. Печатать двумя пальцами удобно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении планшета, но, разумеется, все зависит от размера ладоней. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, который несимметрично расположен. Последнее, что можно заметить на корпусе, это микрофоны и 4 стереодинамика. Качество звука хорошее, но каких-то настроек для него нет. Есть только аудиоэффекты Huawei Listen версии 6.0 для наушников. Вибромоторы также не завезли, что неудивительно, в принципе, как и у конкурентов, их нету почти ни у кого. Но вот отсутствие мини-джека, как и слота под microSD, меня лично расстраивает. Чем-то они должны брать, правильно, со своими проблемами с сервисами. Летим дальше. Оснащен планшет IPS-дисплеем на 11 дюймов, что неудивительно за эту стоимость, хотя мы все мечтаем о OLED-ах подешевле. С разрешением 1920 на 1200 пикселей, частота обновления экрана стандартная до 60 Гц, как у iPhone 16, плотность пикселей 206 ppi, что безумно скромно и фактически делает его ультрабюджетником по спекам. Рамки и вправду минимальные, качество изображения неплохое. Яркость экрана на 100% составляет 370 люксов, что немного и по большей части хватит только для использования в домашних условиях. Функция автоматической регулировки яркости работает корректно, соотношение экрана к корпусу 85%, цветовой охват 100% sRGB с поддержкой 16,7 миллиона цветов. Мультитач на борту, экран с легкостью откликается на 10 касаний одновременно. Многозадачность также на борту, планшет поддерживает Huawei M Pencil Lite, что не особо актуально, как по мне. Далее, разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает хорошо как в вертикальном, так и в горизонтальном положении планшета, но разблокировка происходит довольно долго. К плюсам отнесу, что можно внести до 5 лиц. Летим дальше. Процессор Huawei Kirin 710A с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами. Графический процессор Mali G51. Оперативная память доступна на 4, 8 и 6 гигабайт. Внутренняя память только на 64 гигабайта или 128 гигабайт, что очень мало, и вы об этом и так знаете. Операционная система Harmony OS версии 2.0, Google Play Market не встает, а пока файлами разные другие приложения установить можно, но не все. Планшет использует платформу HMS Core, созданную на базе устройств Huawei, и платформы Android. Система работает, не сказал бы, что медленно или быстро, сильных подвисаний за время использования я не встречал, что в принципе радует, но производительности заметно не хватает. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 версии и старенького Bluetooth в версии 5.1. Bluetooth кодеков на борту мало, только SBC и AAC. NFC, конечно же, отсутствует, как и нет поддержки спутниковой навигации. Емкость аккумулятора 7700 мАч, в PC-марке он выдал не лучший 6 часов 52 минуты, тест я проводил при 60 Гц на максимальной яркости. Заряжается планшет от 0 до 50% от адаптера питания на 22,5
охвата за 55 минут, а от 0 до 100% за 2 часа 30 минут, не меньше. И это прям долго. За 1 час просмотра видео на YouTube уходит в среднем 5-6% заряда, в PUBG за 1 час уходит 32%. Планшет не перегревался и яркость не сбрасывал, но для подобных игр он не подойдет, так как сенсорный отклик ужасный. В шутеры играть очень некомфортно. Если говорить про подобные игры из разряда Genshin Impact, дела обстоят так же, плюс графика на минималках. Изображение в играх оставляет желать лучшего, то есть будут у вас пиксели. Но, опять же, это неудивительно, учитывая стоимость и железо. Переходим к камерам. Основной сенсор на 8 мегапикселей, LED вспышки направленного микрофона с тыльной части нет. Фронтальный сенсор на 5 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео с основного сенсора 1080p 30 fps, с фронтального 720p 30 fps. На борту есть некоторое количество различных режимов и вспомогательных функций, но качество что фото, что видеосъемки такое же, как и у бюджетных смартфонов до 10 тысяч. Разумеется, для видеозвонков или чего-то подобного данных камер достаточно. Как вы уже могли заметить, основной сенсор плохо справляется с автофокусировкой, также у него нет никакой стабилизации, да и качество изображения низкое. В любом случае, короткие примеры видео вы уже увидели, думаю, больше рассказывать о камерах не стоит. Смотрим фотографии. Минусы: нет настроек для звука, медленная зарядка, нет мини-джека, нет слота под microSD, нет полноценных Google сервисов, половина программ у вас просто не встанет, нет поддержки спутниковой навигации, мало внутренней памяти, мало производительности, маленькая плотность пикселей у экрана и список аудиокодеков, мягко говоря, расстраивает. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного. Сейчас я Realme GT6 китайский гоняю. До этого Pixel 9 у меня был обзор на лайв-канале одним кадром из Малайзии. Резюмирую. Huawei MatePad SE 11 имеет отличный дизайн, топовые материалы за подобную стоимость, неплохую автономность и систему бессильных тормозов. Минусов у него, разумеется, достаточно. Категоричны ли они? Решать, разумеется, вам. Планшет подходит для домашнего использования в сценариях, таких как просмотр видео, фильмов, серфинг в интернете и подобное. Однозначно он не для игр, только для малотребовательных игр. И если вы хотите какие-нибудь специализированные программы устанавливать, будь то, не знаю, прога под наушники от Базеуса, еще что-то, 1000 раз подумайте, потому что она может просто не встать. От меня девайсу во время сейлов однозначно да, для потребления контента за эти деньги очень даже неплохо. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.